Перед вами кадры исторического события, которое произошло буквально на этой неделе. Ведь несмотря на огромное количество сомнений и неоднозначные прогнозы от аналитиков, Трамп все-таки подписал указ, который направлен на создание стратегического биткоин-резерва в США. Конечно же, после этого известные представители криптоиндустрии, как тот же Сейлор или глава биржи Coinbase, заявили, что это поворотный момент для крипты, который войдет в историю. И действительно, спустя несколько лет жесткого давления на крипту и десятка судебных исков против криптокомпаний, этот рынок вышел на новый уровень. Точно так же, как это когда-то было с акциями. И что после этого сделали все криптоинвесторы? Ну, конечно же, побежали смотреть на свои портфели. Вот только вместо зеленых цифр с процентами и активного пампа мы получили очередное снижение, ликвидации, а также отток из ETF, который составил $400 миллионов. Из-за этого складывается впечатление, что указ о биткоин-резерве стал не историческим событием, а историческим разочарованием. Ведь все, кто ждал день, когда Трамп объявит о биткоин-резерве, надеялись на одно – масштабный рост. Его, к сожалению, не произошло, поскольку ни плана закупок, ни четкой инструкции того, как этот резерв будет работать и кто именно им будет управлять, никто не предоставил, что в принципе и привело, как говорится, к продаже новостей. И очевидно, что все задаются вопросом, а неужели на этом все? Я имею в виду, что о резерве уже объявили, по сути все карты раскрыли, из-за чего больше нет положительных факторов, которые могли бы вызвать рост криптовалюты в ближайшее время. Вопрос реально очень хороший, поскольку крипта любит активно расти именно на различных слухах. Но очень похожая ситуация была и с биткоин ETF, ведь после того, как летом 2023 года фонд BlackRock объявил о подаче заявки на запуск ETF, биткоин рос аж до 2024 года. Но как только 10 января ETF одобрили, цена начала падать, и коррекция продлилась больше месяца. Этот пример я привел не просто так, ведь несмотря на неоправданные ожидания инвесторов, биткоин-резерв все равно имеет очень сильное долгосрочное влияние. И сегодня в ролике я бы хотел все-таки подвести итоги этой насыщенной недели, чтобы от А до Я разобрать этот указ Трампа, ответить на вопрос, что он значит для криптовалюты, узнать о всех особенностях биткоин-резерва и, соответственно, провести небольшой анализ биткоина, чтобы понимать о его перспективах на ближайшее время. Так что не спешите продавать свои монеты, а лучше досмотрите это видео до конца, чтобы у вас была четкая картина того, что вообще сейчас происходит на рынке и от чего зависит его дальнейшее движение. Поэтому с вас, конечно же, лайк, который очень сильно поддерживает наш канал. Ну а в комментариях можете написать ваше мнение об этом саммите, резерве и криптополитике Трампа в целом. Всем приятного просмотра, мы начинаем! Всем привет, дорогие друзья! Рад вас видеть на канале Coin22, где мы продолжаем разбирать важные события из мира крипты. И само собой важным событием этой недели стало объявление Трампа о создании крипторезерва, в том числе из альтов, после чего был подписан указ о стратегическом биткоин-резерве. Кстати, как вы можете заметить, эти скрины с нашего Telegram. И если вы до сих пор не знаете, где лучше всего получать всю самую актуальную информацию по крипте не только, добро пожаловать к нам на канал. Ведь, например, пока многие из вас пытаются найти прибыльные альткоины, наши подписчики уже получили список монет, которые киты откупают на десятки миллионов долларов. Так что подписывайтесь и будьте в курсе всех новостей. Но почему саммит в Белом доме так разочаровал криптоинвесторов? Начнем с того, что сам анонс этого саммита, сделанный Трампом на прошлой неделе, вызвал настоящий ажиотаж. Уж тем более, когда позже Трамп объявил о создании крипторезерва из альтов. Многие ожидали, что на этом мероприятии обсудят важные вопросы, такие как регулирование, и возможно даже объявят о каких-то масштабных изменениях. Но как вы уже догадались, ничего этого не случилось. Саммит начался с выступления Трампа, где он кратко упомянул о планах создать крипторезерв США. Немного поговорил о помощи FIFA в запуске токена и отложил сроки принятия законов, которые могли бы поддержать цифровые активы. Трамп сказал: «Добро пожаловать на первый в истории саммит по цифровым активам. Я знаю, что многие из вас годами боролись за это, и для меня это честь быть здесь. Мы делаем исторические шаги, чтобы сделать Америку столицей биткоина». Да, звучит красиво, все в стиле Трампа. Но как оказалось, за этими словами не стояло ничего конкретного. Дальше стало еще интересней. Представители криптоиндустрии, которые выступали на саммите, в основном просто хвалили Трампа и благодарили его за то, что он якобы спас крипторынок от давления регуляторов. Например, глава Coinbase заявил, что Трамп помог ограничить влияние SEC и других регуляторов. Но вот что реально возмутило сообщество, это тон этих выступлений. Вместо того, чтобы обсуждать реальные проблемы и пути их решения, лидеры индустрии просто льстили Трампу. Это вызвало волну критики. Например, один популярный трейдер из Твиттера написал: «Мы шифропанки, которые раньше боролись против системы, теперь хотим, чтобы цена росла и готовы
готовы затольстить политикам, трансляция саммита длилась всего 20 минут, и большую часть времени занимали эти наигранные выступления. Никаких четких обещаний или планов озвучено не было. В итоге все это создало крайне негативное впечатление. Многие инвесторы почувствовали, что криптоиндустрия, вместо того, чтобы оставаться независимой и сильной, начала слишком сильно полагаться на политиков. А вот известный криптокритик Питер Шиф и вовсе назвал этот саммит национальным унижением и позором. Но неужели все так плохо? На самом деле я бы так не сказал, ведь есть и положительные моменты. Во-первых, Трамп заявил, что правительство больше никогда не продаст свои биткоины. А ведь помните, как в прошлом году эти продажи на миллионы долларов дампили рынок? Во-вторых, он поручил правительству изучить новые пути покупки биткоина, чтобы увеличить резерв. Но еще администрация Трампа отменит и внесет правки во все прошлые рекомендации налогообложения крипты. Тем временем Дэвид Сакс, который отвечает за крипту в Белом доме, объяснил, что этот резерв будет состоять из монет, которые правительство уже конфисковало у преступников в ходе разных операций. Америка сейчас держит 198 тысяч биткоинов. Это примерно 17 миллиардов долларов. Но это еще не все. В резерв также войдут другие монеты, которые были конфискованы в ходе судебных разбирательств. Однако Сакс уточнил, что правительство не планирует покупать дополнительные активы, только те, что уже получены в результате конфискаций. Но конкретно здесь нужно понимать, что Сакс как бы имеет в виду только альты, а не биткоин, потому что зачем бы тогда Трамп давал указ на изучение дополнительных покупок биткоина? Следовательно, не все так ужасно. Да, реакция рынка была негативной, ведь все думали, что в первый же день Штаты купят биткоин на несколько миллиардов. Но вначале я сказал, что похожая ситуация была с ETF, ведь когда их одобрили, капитал не сразу пошел в биткоин, а прошло более месяца, когда это начало отражаться на цене биткоина и влиять на рынок. Здесь такая же ситуация. Крипторезерв не стал локальной новостью для резкого роста, но теперь он больше выступает долгосрочным катализатором, ведь США полностью приняли крипту. И лично я не исключаю, что в будущем они все-таки купят в свой резерв больше биткоина. Самое главное, что теперь мы хотя бы не будем получать негативные новости, что SEC подала на кого-то в суд или назвала какую-то монету акций. После этого саммита и указа Трампа криптовалюта все больше стала быть похожей на фондовый рынок, и теперь она напрямую зависит от обстановки в экономике и политике. В принципе, как я и говорил в прошлом видео, данное событие все равно спровоцировало волатильность на рынке, что несмотря на падение, не помешало участникам нашей подписки Coin22 Pro получить профит, так как аналитики Pro вовремя предоставили лучшие точки для входа в шорт по монете Tau. Также перед анонсом о партнерстве Суи и компании Трампа мы открыли лонги и дополнительно фиксировали прибыль на росте и падении многих других монет. А поскольку мы еще предоставляем пошаговое обучение, подписка Pro — это лучший инструмент не только для опытных инвесторов, но и новичков. Мы в формате практики разбираем торговые стратегии и анализ рынка, чтобы каждый из вас мог его проводить самостоятельно и находить прибыльные точки входа для биткоина, эфира и многих альтов. Плюс к этому мы помогаем собрать хороший портфель с дальнейшей его балансировкой. Поэтому если у вас не хватает времени или опыта в проведении качественного анализа рынка, от которого напрямую зависит ваш результат, переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь к подписке Pro. Подводя итоги саммита и в целом новой прокриптовалютной политики США, можно сказать одно: с биткоин-резервом, конечно же, лучше, чем без него. Да, к сожалению, Трамп максимально непредсказуем, и его обещания всегда стоит делить на два, но в любом случае делать поспешные выводы не стоит. Я понимаю, что хочется, чтобы биток за день улетел выше 120 тысяч, как говорится, все и сразу, но в этой сфере самое главное — нужно уметь ждать, ведь история показывает, что ваши ожидания могут очень хорошо окупиться. Этот саммит стал лишь началом в масштабном принятии биткоина и криптовалюты. И как сказал министр финансов США Скотт Бессент, первый шаг — это прекратить продажи, а затем мы приступим к реализации нашего плана. Таким образом, нам лишь остается ждать и наблюдать за происходящим. Ведь, как я сказал, это намного лучше, чем очередной судебный иск от SEC или вовсе запрет крипты. Теперь давайте посмотрим, что же в это время происходит с биткоином. Последние данные показывают, что крупные игроки, которых называют китами, снова начали активно покупать биткоин. Это важно, потому что раньше больше месяца они наоборот сокращали свои запасы. Такое долгое снижение накопления мы не видели уже год, но теперь тренд изменился. Киты снова начали накапливать биткоин, и это хороший знак. Почему это важно? Исторически, когда киты начинают активно покупать, это часто предшествует росту рынка. Если они продолжат накапливать биткоин, это может увеличить ликвидность на рынке и подтолкнуть цену биткоина вверх. Крупные инвесторы сильно влияют на рынок, и их действия часто задают тренд и настроение. Но еще давайте поговорим о бирже Binance, ведь там также происходят интересные вещи, поскольку резервы стейблкоинов на Binance достигли рекордного
рекордного максимума более 31 миллиарда долларов. Это говорит о двух вещах. Во-первых, инвесторы вливают деньги в биржу, возможно, готовясь к накоплению монет по более низким ценам. А во-вторых, сама биржа Binance увеличивает свои резервы, чтобы справиться с растущим спросом. Такое увеличение резервов стейблкоинов часто совпадает с ростом цены биткоина. Спросите почему? Потому что стейблкоины это как трамплин для инвестиций в крипту. Трейдеры используют USDT и другие монеты, чтобы быстро войти в рынок, когда они видят подходящий момент. Но, друзья, не все так однозначно. Есть и обратная сторона медали. Аналитики CryptoQuant отмечают, что сейчас на рынке наблюдается некоторая стагнация. Цены входа новых инвесторов становятся слишком однообразными, и это может говорить о том, что рынок застрял в боковом движении. Об этом я говорил в прошлом ролике, где показывал диапазон, в котором будет двигаться биткоин в марте. И если не появятся сильные катализаторы, а сейчас это могут быть только положительные экономические отчеты, то мы можем увидеть долгий период консолидации. Тем более сейчас скользящие средние реализованные цены сужаются по той же схеме, что и в мае прошлого года, а это привело к длительному периоду низкой волатильности и консолидации рынка. Таким образом, с одной стороны, киты снова покупают, резервы стейблкоинов растут, и это создает благоприятные условия для биткоина. Но с другой, рынок пока не показывает явных признаков готовности к резкому движению. При этом речь идет не только о росте, но и падении. И вероятно вы меня спросите, а что же тогда стоит делать во время этой консолидации? А также куда направится биткоин после бокового движения? Во-первых, на что нам реально стоит обратить внимание, так это на экономику США. В прошлом нашем видео я сказал, что в ближайшее время движение рынка будет зависеть от экономических данных. Пока в пятницу все внимание было направлено на Crypto Summit, в Нью-Йорке проходил форум, где выступал Джером Пауэлл. И как вы думаете, что он сказал? Если вы подумали о том, что ФРС пока не будет торопиться снижать ставку, вы абсолютно правы. В пятницу Пауэлл заявил, что ФРС может взять паузу и подождать, чтобы посмотреть, как будут работать те меры, которые предлагает Трамп. Само собой, он имел в виду тарифы. Пауэлл подчеркнул, что сейчас важно не спешить с изменениями в денежно-кредитной политике, особенно в условиях высокой неопределенности, которая происходит на рынках. Это очень важно. Дело в том, что рынки сейчас нервничают из-за политики Трампа. Инвесторы не знают, к чему приведут эти меры, и это создает дополнительную волатильность. Пауэлл и его коллеги из ФРС советуют всем сохранять терпение и не делать резких движений. По факту ФРС говорит, давайте подождем, посмотрим, как все будет развиваться, и только потом будем принимать решения по нашей процентной ставке. Это довольно осторожный подход, но он в принципе логичный, и в условиях этой неопределенности лучше не рисковать. Но тем временем Минфин США Скотт Бессент наоборот считает, что экономика может начать немного восстанавливаться. Бессент дал интервью CNBC, на нем он признал, что в экономике США есть признаки слабости. Вот как он это объяснил. Можем ли мы увидеть, что экономика, которую мы унаследовали, начинает немного раскручиваться? Конечно, будет естественная корректировка, когда мы перейдем от государственных расходов к частным. Что же это значит? Бессент говорит, что экономика США долгое время зависела от государственных вливаний, и теперь, когда эти расходы сокращаются, наступает период детоксикации, то есть рынок и экономика привыкли к тому, что государство постоянно их поддерживало, и теперь им нужно адаптироваться к новым условиям. Конечно, при Байдене экономика США показывала в целом хороший рост, однако к концу прошлого года начали появляться признаки замедления, а инфляция оставалась выше целевого уровня ФРС в 2%. Но что сделала новая администрация Трампа? За первые месяцы они начали перестраивать глобальную торговую политику и сокращать федеральную рабочую силу. Пока еще нет конкретных данных, которые бы показали нам, как эти действия повлияли на экономику. Но опросы потребителей уже показывают на снижение доверия. По итогу мы получаем, что экономика США переживает переходной период, и это может вызвать некоторую нестабильность. Бессент говорит, что это естественный процесс, но, конечно же, такие изменения всегда вызывают вопросы и опасения. То, как именно политика Трампа влияет на экономику США, мы само собой видим в новых отчетах по ИПЦ, рынку труда и безработице, которые начнут публиковать со следующей недели. Мы обязательно будем делиться этими данными в нашем телеграм-канале. И вообще на тему новой экономики Трампа мы хотим сделать отдельное видео, где я расскажу его секретный план о полном изменении экономики США и влиянии этого на крипту. Так что если вам интересно, обязательно пишите в комментариях. Также жмите колокольчик, подписывайтесь на канал и помните, что паника и страх на рынке – это лучший момент для того, чтобы продолжать покупать. Ведь для активного роста хватит одной хорошей новости или положительного экономического отчета, а также буквально несколько дней. Так что следуйте своей стратегии, набирайтесь терпения, и вы обязательно сможете получить свою награду. А с вами был Влад, всем желаю удачи, до скорых встреч!